Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Профиль для гипсокартона. Размеры и виды, области применения. При помощи тонкостенного алюминиевого профиля крепится гипсокартон. Производится утепление стен и монтаж потолков. Кроме широко известных изделий типа ПП, существует широкая номенклатура алюминиевых изделий, которые облегчают монтаж и помогают сэкономить время строителей, а соответственно и деньги заказчика. Какой бывает профиль для гипсокартона? Размеры и виды, фотографии и примеры использования. Виды профиля под гипсокартон. Материал классифицируют по 4 признакам, в зависимости от места применения: стеновые, потолочные. Для какой конструкции? Возведение перегородок, выравнивание потолков или стен. По назначению: несущие, направляющие. По типу поперечного сечения в формате П, плоские, угловые. Классификация типов и маркировки. Обозначение и маркировка: русский, английский, аббревиатура. Название профиля: PN, UW, направляющий, PS, CW, стоечный, PP, CD, потолочный, PPN, UD, направляющий потолочный, PA, UA, арочный усиленный. Какие профили бывают и где они применяются? Опытный и талантливый мастер сможет соорудить каркас из любых профилей, которыми он располагает. Существует 3 основных вида алюминиевых направляющих, которые применяются для всех видов работ. Это прямые направляющие ПП 50/40, ПН 60/27 и ПП 27/28. Они предназначаются для создания каркасов с прямыми поверхностями, однако путем несложных манипуляций с их помощью монтируют изогнутые конструкции, арки и малые архитектурные формы. Однако работа пойдет проще, а результат будет качественнее, если для каждого вида работ применять специально предназначенный для этого материал. Профиль для гипсокартона, размеры и виды которых стандартны, послужат примерами для описания. Элементы каркаса. Направляющие типа ПН имеют сечение 50/40, 75/40 или 100/40 мм. Она используется для того, чтобы обозначить границы гипсокартонной конструкции, установить и закрепить стойки, основные конструктивные элементы, к которым будут крепиться листы обшивки. Ее форма ровная, П-образная. Она обычно имеет заранее просверленные 6-8 мм отверстия для закрепления, но чаще поставляется без перфорации. Изготавливается чаще всего из оцинкованной стали, поэтому профиль не подвергается коррозии. Профили для гипсокартона. Виды могут быть самыми разными, но основу каркаса всегда составляют направляющие. Стоечный профиль PS – это изделие, которое используется в комплекте с описанными выше направляющими и имеет соответствующее сечение 50/40, 75/40 или 100/40 мм. Также изготавливается из стали, имеет П-образную форму, но в процессе прокатки на нем выдавливаются дополнительные ребра жесткости, по одному на ребрах, минимум 3 с торца. Концы этого профиля подогнуты внутрь, что придает дополнительную жесткость. Используются ПН и ПС для монтажа вертикальных конструкций. Направляющая 28/27 – это точная уменьшенная копия профиля ПН, описанного выше, который используется для монтажа перегородок. Направляющая ПП 28/27 предназначается для изготовления каркаса подвесного потолка. Она монтируется по периметру, а в нее вставляется соответствующий ей по размеру потолочный профиль ПП. Изготавливается ПН 28/27 из оцинкованной стали толщиной от 0,4 мм. Потолочный профиль ПП 60/27 – это облегченная направляющая, предназначенная для использования в конструкциях с малыми нагрузками. Монтируется совместно с направляющей ПН 28/27, имеет форму буквы П, однако снабжен дополнительными ребрами жесткости.
Края его подогнуты внутрь. Комплект из ПН 28х27 и ПН 60х27 можно использовать не только на потолке, но и для создания легких каркасов. В тех конструкциях, где не нужна повышенная прочность, из-за меньшего размера их стоимость намного ниже, чем у стоечных профилей. Арочный, гибкий – это профиль, имеющий специальные надсечки и перфорацию, которая позволяет равномерно сгибать их в различных направлениях. Это избавляет от необходимости выполнять частые надрезы и следить за тем, чтобы не повредить направляющую. Специальная форма надсечек позволяет выполнить гибку без образования острых углов. Это основные виды профилей для гипсокартона. Вспомогательные детали. Углозащитный профиль – это перфорированное изделие из тонкого металла, алюминия или стали толщиной 0,3–0,4 мм. Он закрывает срезы гипсокартоновых листов в углах, защищая их от случайных повреждений во время эксплуатации. Густая перфорация создает хорошее сцепление со шпаклевкой, благодаря чему после финишной отделки такие уголки совершенно незаметны. Соединительная продольная скоба. Этот элемент, позволяющий состыковать и таким образом удлинить профиль, представляет собой пружину, крепится саморезами с боковых сторон. Цокольная планка – крепежный элемент, при помощи которого обозначается граница листов обшивки снизу, сверху или по бокам. Внешний край имеет перфорацию, то есть предполагается, что видимая часть будет зашпаклевана. Шляпочный профиль. Это вид профилей, которые могут использоваться без направляющих. Крепление осуществляется непосредственно к стене или потолку. Используется как каркас для утепления. Z-профиль используется в качестве дополнительных ребер жесткости. Г-образный профиль традиционно применяется в качестве стартового или финишного элемента в конструкциях с открытыми торцами. Типы, размеры и характеристики. Направляющие и стойки изготавливаются из листовой оцинкованной стали. Каким бы ни был профиль для гипсокартона, размеры и виды, его конфигурация, в любом случае выбор материала должен быть обусловлен требованиями прочности. Стены и потолки из гипсокартона – это подвесные конструкции, которые не рассчитаны на большую нагрузку, но в процессе эксплуатации они все же возможны. Каркас из профиля должен обеспечивать прежде всего пространственную жесткость, не позволять прикрепленным к ней листам обшивки изгибаться и деформироваться. Толщина стали для стоек и направляющих должны быть не менее 0,4 мм. Углощитный профиль может быть тоньше, так как конструктивных нагрузок не испытывает. Чем шире профиль и длиннее безопорный пролет, тем толще должен быть металл. Крепежные детали выполняются толщиной от 0,4 мм. Полезная информация. Стандартная длина профиля 3 метра, но в продаже имеются направляющие 2,5, 2,8, 4, 4,5 и 6 метров длиной. При желании отрезок профиля можно удлинить при помощи специальных соединений. Варианты креплений. Крепежные элементы предназначены для устройства потолков, так как при возведении каркаса стен крепление осуществляется при помощи обычных саморезов в места пересечения профилей. Специальные элементы служат для того, чтобы придать пространственную жесткость и связать детали, расположенные на разных уровнях. У профилей для гипсокартона виды могут быть различными, поэтому и крепление в каждом конкретном случае выбирается индивидуально. Подвесы – это самый распространенный вид крепежа, который представляет собой перфорированную пластину со специальными надсечками, которая гнется и превращается в скобы различной конфигурации. Торец этой скобы крепится к потолку, а свободные концы удерживают в висячем состоянии потолочный профиль. Крабы – это крестообразный элемент, при помощи которых профили связываются между собой в местах пересечения. При этом образуется неподвижная жесткая пространственная конструкция. Кронштейн – двухуровневый
предназначен для соединения профилей внахлёст, если сооружается разноуровневый потолок. Анкерный подвес предназначен для монтажа подвесных конструкций. Его особенность – возможность регулировки по высоте в процессе монтажа, что позволяет быстро монтировать подвесные каркасы на больших площадях. Подвес имеет специальные уши, которые цепляются за полки ПП и обеспечивают надежное сцепление. Подвес используется совместно с металлической тягой, стальная спица диаметром 4 мм и длиной 350-500 тысяч мм, которая через ушко крепится к потолку. Спица выступает в роли своеобразной направляющей, по которой скользит подвес. Специальный зажим, тонко изогнутая пластина, позволяет легко регулировать уровень каркаса и выставить конструкцию на любом расстоянии от потолочного основания. Угловые соединения – это скобы, позволяющие выполнить закрепление с торца профиля. Примеры узлов и конструкций. Пример первый. Потолок готов к обшивке, выполнен каркас и произведено утепление. Пример второй. Сложный многоуровневый потолок с большим количеством изогнутых линий. Пример третий. Альтернативная схема соединения гипсокартоновых профилей. Пример четвертый. Классическое крепление на прямой подвес. Пример пятый. Закрытый арочный профиль повышенной прочности. Как подбирать профиль? Как видно из данного материала, профиль для гипсокартона, размеры и виды, цены могут быть весьма разнообразны. Профиль – это основа конструкции, которая обеспечивает ее прочность и жесткость, поэтому его покупка должна производиться после точных предварительных расчетов и создания проекта. Когда конструкция прорисована на бумаге, измерена и изучена, начинается подбор материалов. Важно соблюдать эту последовательность, иначе ремонт может сильно затянуться и принести, кроме радости обновления, еще и досаду от перерасхода времени и денег. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.